сейчас разговариваем с нашими друзьями. Всем привет! Сегодня я со своим другом Джонатаном. Привет. Он из Англии, а точнее из Лондона. Мы хотим ответить на вопросы про наши страны, потому что нам кажется, что есть иногда разница между странами. Между странами и культурами. Да. Мы приготовили несколько вопросов, и мы потихоньку будем их вытягивать из нашей общей Постараемся. стопки. Да. Вот, так что давай, начинай. Хорошо. Первый вопрос. Тебе? Давай. Хорошо. Чего хочет твой почерк? Нет. Нет, чего хочет добиться молодежь в твоей стране? В России все понятно. Это Да. семья, квартира, машина, хороший достаток. Это все очень легко в Нет, России? нет, это не Вот легко. Список, и мы все Нелегко, но сделаем. все идет по стандартному шаблону. Ну, конечно, это похоже на самом деле в Англии, и мы сейчас знаем, что эта мечта, например, мечта квартиры, эта мечта сбудется попозже в жизни, потому что сейчас в Лондоне квартиры и дома очень дорогие. Они не то, что дорогие, они невероятно дорогие. Правильно. Чуть попозже, это примерно к скольки годам вот молодежь, она приобретает свое жилье? 30, 40, 50. Насколько эта молодежь будет молодежью? Хороший вопрос. Они покупают первую квартиру, когда им, может быть, 25 или старше. Да. Но 25 это очень хорошо, по-моему. Да. Хорошо. Какой твой самый любимый факт о твоей стране? Твой любимый факт, что, Помогай мне. что, например, в 2014 году была Олимпиада, которую я застал. И наиболее приятный факт, что первым человеком в космосе был Юрий Гагарин, Отлично. который был из Советского Союза, но немножко другая страна. Мне кажется, это очень классно. Да. А что, чем Англия? Если мы говорим о достижениях, тогда... Олимпиада 2012. Была, очень хорошо было, но я хочу сказать, что наша королева, она сейчас как самая старая королева, может быть, монарх вообще в мире сейчас. И мне нравится эта длинная история Англии. Да, это очень хорошо, по-моему. Когда она начала? Она где-то в 30-х, да, годах? Когда в 35-м, 37-м году? В 1900? 1952 году. Точно. Не уверен. Я не уверен, но это все равно ближе, чем мои 30-е годы. Трудный вопрос. Да. И может быть мне очень стыдно, если бы... И мне было бы очень стыдно, если все англичане, если они смотрели, да, и знали, но... Мы проверим этот факт и напишем внизу. Спасибо. Правильно ли мы это сделали? Давай, третий вопрос. Какие ТВ-шоу сейчас популярны в твоей стране? Давай. Что смотрит народ? На мой взгляд, сейчас молодые люди, они любят некоторых актеров, и поэтому это вопрос не в том, что это очень популярный вид шоу, но просто что там играют очень популярные люди. Или дикторы, например, Дэвид Аттенборо для природы. Это он отличный человек. А что еще? Кажется, что, конечно, у каждого
свои вкусы, но эти программы, я не знал, как они называются, но программы, где есть там придуманные люди или герои, но они живут все на одной улице. Это как их жизнь. Как сиквел, сериал какой-то. Да, сериал или по-английски soap opera. По-моему, такие программы сейчас становятся менее популярными. Понял. Да. Каких актеров сейчас любит смотреть молодежь? Benedict Cumberbatch, например. Так. Да, в сериале Шерлок. Хорошо. А что еще? Ну, фантастика, это популярно. А что еще? Ну, и, конечно, фильмы очень популярны из Америки тоже. Понял. Хорошо. В России? Так, у нас, мне кажется, сейчас очень популярный голос. Шоу Вот это Да, шоу таланта. Да, и на него сейчас очень много уделяют внимания, на мой взгляд, потому что победители или участники этого проекта сразу же едут на Евровидение, то есть это очень... Да, я забыл об этом. Это большой вот прям вот ступенька в их карьере, и очень много людей смотрит танцы на ТНТ. Да. Там, где народ приходит и танцует, ну это классно, конечно. Да, ты прав. Так, и на сегодня давай последний вопрос. Так. Где любят отдыхать граждане твоей страны? В Корнуолле? На юге Англии. Нет. Может быть, если у тебя всего несколько дней. Но вы ездили туда. Да, было прекрасно. Но у нас нет замечательных пляжей, как, может быть, на Карибских островах. На Карибских островах. Да. И поэтому мы любим отдыхать в странах, где очень солнечно и где находится теплое море. Какие это страны? Например, в Америке. Что еще? Может, во Франции и в Испании, потому что такие страны, потому что такие страны недалеко от нас, и это не слишком дорого туда съездить, путешествовать по Европе вообще. Как насчет Италии? То есть Испания и Италия это как-то вместе, Португалия, или все-таки Испания у вас лучше, более популярна, например, Барселона? Молодежь любит тусить там в Испании. На Ибице. Да, и так далее. Но в Италии тоже можно отдыхать. Да, все очень популярно. В России? В России у нас было долгое время Турция и Египет. И почему? Потому что не нужно виз, не нужно ни о чем думать, где все включено, где можно приехать и отдохнуть. Так как из-за небольших политических ситуаций и каких-то экономических моментов, немножко это было исключено, из наших там был небольшой запрет, часто что-то изменяется, и на данный момент все любят ездить в Таиланд, во Вьетнам, то есть на восток. Вот, и очень много друзей, которые поехали в этом году, уже сейчас зимой во Вьетнам. Это прям такой тренд пошел ездить во Вьетнам, отдыхать. Мне кажется, кого не спросишь, все поехали во Вьетнам сейчас. Нет, по таким странам студенты любят путешествовать, потому что, может быть, до университета, чтобы увидеть мир, до учебы. Тоже хорошо. И вот молодежь, да, и
еще все другие там, не знаю, люди, там, друзья у меня, они очень любят ездить в Барселону. Барселона всех вдохновляет на какие-то на там вот Известный собор. вообще архитектура Барселоны никого не оставляет равнодушным. То, насколько там здорово все сделано, это вот один из таких пунктиков лично в моем листе, это Барселона. Потому что все там были, я думаю, что это надо тоже съездить. Вот. Большое спасибо. Да не за что. Пишите ваши вопросы внизу, если их будет достаточно много, то мы снимем с Джонатаном второе видео, когда я буду у него в гостях в Лондоне. Да, и мы ответим тогда уже на ваши вопросы, что именно вас беспокоит или что вас интересует. Конечно. Потому что я думаю, что это очень важно и интересно. Узнать, например, другую страну, Англию, какие-то моменты. Поэтому, пожалуйста, пишите. И до скорой встречи. Пока-пока. Топ-5. Молодец.